Коллеги, вот такие идеи предлагает каждый брокер, в том числе и мой брокер Freedom Finance. Коллеги, рассмотреть решил несколько интересных компаний, которые от Freedom рекомендованы. Я тогда буду давать разбор этой компании, да, и, соответственно, аналитику от Freedom, что они ожидают. И давайте мы посмотрим, есть ли действительно такие стоящие, так сказать, от них предложения. Смотрите, у нас вот консолидация цены это Goldman Sachs GS. Цена консолидируется в основании между уровнями дневными 222-189, вот оно основание его, да, и промежуточные сопротивления вот 208 и 196. Они его предлагают покупать, а мы давайте посмотрим, действительно ли хороша покупка с данных уровней. Это дневной график. Мы видим пробитие диапазона вот этого вот всего вниз. И сейчас в моменте рынка цена на тесте. Давайте мы переключимся на 2 часа для того, чтобы понять, насколько он привлекателен. Но с текущего он не привлекателен, как по моему мнению. Почему? Потому что у нас есть закрепление, вот диапазон и закрепление под ним. Если мы будем иметь возврат в это основание, тогда да, тогда, конечно же, мы будем проецировать ситуацию на проход сопротивления в район 215. То есть, как это должно быть? Не знаю, на 30 минутке, может, лучше будет. Да, пойдет. Как это должно быть? Ну, по сути, уже такой вот, в краткосрочности, скажу так, есть такой вот задел лонговый. Почему? Потому что перебит последний коррекционный максимум, и вот это вот движение обновления лоу, обновления максимума я уже считаю перепозиционированием по 30 минутке. Если рассматривать торговлю внутри дня, то это уже перепозиционирование и, так сказать, шанс на то, что цена пойдет вверх. 90, и здесь 90. Вот эта вот красная линия, это перепозиционирование. Что теперь? Теперь, значит, если мы подходим сюда вот на тест к этой красной линии, и цена его удерживает, не пропускает, то, соответственно, мы будем иметь намерение возврата. То есть мы будем пробивать уровень 196, закрепляться тестом, вот это вот важный уровень, и, соответственно, после того, как мы закрепимся, мы будем уходить в район сопротивления, возврат в нашу вот это вот все основание, которое вот пробито. Здесь вот первый раз был спринг, второй раз здесь был спринг спринга. И, соответственно, да, она интересна для покупки по идее на проход в район 216. Поэтому сегодня, я думаю, наверное, пятница не стоит ничего делать. Просто ожидайте, посматривайте ее на уровне 192. Ну а с понедельника там тогда уже можно будет попробовать взять ее с вот этим вот стопом. Стоп вот сюда вот под минимум. Район 185. Если даст цена возможность купить от 192, стоп под 185 на вот эту идею, которую я вам описал. Поэтому кто желает, кто хочет, присматривайте для того, чтобы в среднесрочном плане ее взять в работу. Так что читайте аналитику фридомовскую по характеристикам таким фундаментальным и решайте для себя, строите для себя идею по этому активу. Коллеги, вот такие идеи предлагает каждый брокер, в том числе и мой брокер Freedom Finance. Есть очень много идей, и это вот одна из идей, которую я, так сказать, отфильтровал. Почему? Потому что, сами понимаете, если брать в работу их все, их просто очень много. И необходим, конечно, фильтр. То есть нужно фильтровать
И для этого нужно понимать, что происходит с ценой. Вот, пожалуйста, описание, как эта идея выглядит. Текущая цена, точка входа, целевая цена и потенциал. Это та идея, которую сейчас только что мы разобрали с вами и приняли решение ее взять в работу. И, соответственно, вы видите, что горизонт здесь оказался не такой уж масштабный и большой, как 3-6 месяцев, а она прям отработала быстро, эта идея. Поэтому реализация классная. Благодарю своего брокера за предоставленную возможность воспользоваться той идеей, которой он нам дал, мне и моей группе. И смотрим, как цена себя показала.